Йоу, ежата, смерть таких игр, как Sonic в жанре платформинг, это обычное дело. Кончились кольца, умер. Упал в пропасть, тоже умер. Любая ошибка в игре, и ты покойник. Так что сегодня у нас будет не совсем обычная тема. Сегодня мы поговорим о 5 смертях персонажей во вселенной Соника, и я буду рассматривать только основных персонажей. Так что, внимание, присутствуют спойлеры. Ой, да ладно, кого я обманываю? Сами виноваты, что не прошли. Погнали! А перед началом топа рекомендую канал Темного Ежика. Там вы найдете обзоры на школьников, которые снимают летсплеи по Сонику. Да и не только. Так что обязательно заглядывайте и подписывайтесь на его канал. Ссылочка в описании. И открывает наш топ смерть Соника. Весьма громким событием была смерть Соника из Sonic the Hedgehog 2006, он же Sonic Next Gen. Многие фанаты не могли поверить в то, что в юбилейной игре разработчики решили убить свою игровую икону. Но тут все просто. Сюжетно Соник выполняет стандартную роль героя, который постоянно спасая принцессу от его заклятого врага, доктора Эгмана, и во время их приключений Элис привязывается к Сонику. В будущем Соник узнает, что принцесса умрет на Эккерере из-за того, что корабль Эгмана разбился, а Соник всеми силами не дает этому случиться. Однако он упустил из виду одну маленькую вещь. Принцесса сама по себе необычная, даже она сама не подозревает этого. В ней заточена часть божественной и разрушительной сущности Соляриса, а именно пламя бедствий Ибелис. И отец Элис просил ее всегда быть сильной и никогда не плакать, во что бы это ни стало. Так-то оно и было, но как вы могли уже догадаться, в один момент все пошло не так, как надо. И вот, когда наши герои возвращались в город и радовались тому, что они пережили крушение корабля, а в этот момент главный злодей игры Мефилес решил действовать. Просто появившись из ниоткуда, он хладнокровно забрал жизнь Соника на глазах Элис. Конечно, Элис не могла сдержать своих чувств и разбила печать, что позволило Мефилесу и Ибелису слиться в вечную форму жизни Соляриса и поглотить само пространство и время. Это весьма тяжелый и неожиданный момент для тех, кто не подготовлен. Но не переживайте, ведь мы все с вами знаем, кто вернул Соника к жизни. Муа! Все смерти работников. Я решил взять все семейство работников, и ведь сразу не задумываешься над тем, что вся эта семейка закончила весьма печально. И начинает эту эстафету Эгман и его нелепая смерть Sonic Last World. Да, вы не ослышались, Эгман помер там! Так сложилось, что Эгману пришлось скрепить свой союз с Соником и вместе встречать опасность во время их странствий. Но случилось так, что Эгман пожертвовал собой ради спасения Соника и упал в кипящую лаву. И Орбот и Куба тоже! Соник, конечно, погоревал, что его заклятого врага больше нет, надрал жопу смертельной шестерки и уже почти спас мир. Но тут же, в следующей сцене, Эгман вернулся, чтобы опять нанести удар по ежу. Причем не самой сильной его эг-машине, и быстро слился. Замечу, что он еще легко отделался. Это разыгранная смерть, но она имеет место быть. А вот как умер его дед, это уже другое дело. Джеральда, работника, задержали агенты ГАН на космической колонии Арк и доставили на Землю за незаконные эксперименты над Белиазардом, Артифико Хаусами, Гизольдом и в частности над самим Шэдоу, а также непосредственная связь с инопланетной расой. ГАН устроили кровавый геноцид на этой колонии, сделав вид, что там произошел несчастный случай из-за творения Джеральда, спихнув всю ответственность на него. И во время кровавой расправы погибла внучка Джеральда, Мария. Она жила на колонии Арк с болезнью иммунодефицита, и Джеральд всеми силами пытался сделать для нее лекарство. Мария в момент нападения гановцев решила спасти Шэдоу от правительства, но в конечном счете ее пострелили прямо на глазах у Шэдоу. А Джеральда по итогу просто кинули список имен погибших на колонии, где он и увидел имя своей внучки, на что он и обозлился на все человечество и разработал свой план мести. А после всего он был приговорен к расстрелу. Нам не показывают его смерть, но если слушать внимательно последнее обращение Джеральда, то можно услышать затвор оружия. Это одна из самых жестоких и несправедливых смертей в серии. Номер 3. Смерть Блейз из Sonic 2006. Сюжетно Блейз Sonic 2006 живет вместе с Сильвером на останках человечества в разрушенном будущем, постоянно сопровождая его и разделяя все беды, и всеми силами давая отпор непобедимому пламени бедствий Ибелису.
так как эту махину невозможно убить. Да и плюс ко всему он постоянно перерождается в различные формы. По сюжету Сильвер и Блейз отправились в прошлое и узнали секрет Ибелиса, как он был создан и как его возможно заточить. Найдя изумруды хаоса, они вернулись в свое время и решили раз и навсегда покончить с Ибелисом. После сложной и напряженной битвы, где Сильвер чуть ли не вырывал глаза Ибелису, Ёжик использовал изумруды хаоса, чтобы его душа слилась вместе с огнем Ибелиса и был заточен в нем как в сосуде. Однако Ибелис отвергнул Сильвера, и Блейз взяла инициативу в свои руки. Это очень грустная сцена, где игрок искренне сопереживает Сильверу, так как Ежу предстоит остаться в полном одиночестве и потерять его верного и единственного друга. Но не беспокойтесь за Блейз, из-за финального сюжетного твиста тех грустных событий никогда не было, и Блейз жива в своем таймлайне. Или нет? Ох, Гамма, сколько теплых эмоций в свое время вызывала эта холодная груда металла. Это был мой любимый персонаж из Sonic Adventure, а его геймплей с посылом Shoot Them All мне дико вставлял. Короче, сюжет Гаммы заключается в том, что Эгман сделал 5 элитных стражей из серии И для Экерриера. Это Бета, Гамма, Дельта, Эпсилон и Зета. Для первых двух моделей Эгман поймал и использовал 3 птиц Флики в качестве источника энергии, а для остальных роботов были пойманы обычные животные. Однако, одна из птиц Флики смогла удрать, и за ней в будущем приглядывала Эми. Но Эгман не расстроился и решил столкнуть Бету и Гамму между собой. Бой двух братьев был недолгий, и Гамме удалось выйти победителем, а Бета отправился, на апдейт. В итоге Эгман дал очень простое задание оставшимся роботам — найти лягушку Фроги с хвостом хаоса, которая поглотила изумруд. Успешно, конечно, справился только Гамма, а остальных отправили на разбор. Позже Гамма должен был доставить Флики, которую не отдавала Эмми. Но в итоге, после словесной перепалки, робот выпустил Эми из тюрьмы. А уже после битвы с Соником, слегка потрепанный Гамма улетает с падающего Экерриера. Робот баганул и создал себе новую директиву — освободить всех роботов серии И. Но по факту он просто перебил их всех поодиночке. И когда никого не осталось, он должен был убить себя. Но не тут-то было. Два брата опять столкнулись. Только теперь Бета был по-настоящему опасен. И в этой нелегкой битве Гамма победил. Но Бета все же успел сделать смертельный выстрел в Гамму. Ох, это грустная и ироничная мелодия. Летящая на свободу птица и мертвое тело Гаммы. Гамма не просто погиб. Этот робот осознанно пожертвовал собой ради воссоединения семейства Флики. Ставь лайк, если в детстве от этой сцены тоже наворачивались слезы. Смерть Shadow. В Sonic Adventure 2 нас впервые познакомили с Ежом Shadow. Загадочный персонаж с очень сильным бэкграундом. У него свой набор уникальных способностей, и он полностью отличается от Соника. Он не гоняется за приключениями и имеет хладнокровный характер. История Черного Ежа не самая простая. Она имеет драматический момент, из-за которого Shadow приходится нелегко. К тому же он пробыл в анабиозе 50 лет и страдает амнезией. Из-за собственных неверных суждений и поврежденных воспоминаний Ёж грозит отомстить всему миру за смерть его лучшего друга Марии. Девочка пережила ад, и Shadow хочет, чтобы люди погрузились в него. Но в финале Shadow вспоминает истинное желание Марии и помогает Сонику остановить Белиазарда, а впоследствии и падение космической колонии Арк на Землю. Maria, this is what you wanted, right? This is my promise I made to you. Вся история Sonic Adventure 2 — это одна большая драма, и смерть Shadow является показательным примером того, что никогда не поздно исправлять свои ошибки. Этот момент остался во многих сердцах фанатов, и, наверное, он был самым сильным и запоминающимся событием за всю историю франшизы. Sayonara, Shadow the Hedgehog.
Что ж, ребята, мы рассмотрели с вами топ-5 смертей во вселенной Соника. Если вам есть чем поделиться, то пишите в комментариях. Всем удачи и пока! Но, конечно, я не мог обойти стороной одного персонажа, хоть он не из игровой вселенной и не каноничен, но имеет большое значение для фанатов. Я говорю о Космо. Чтобы полностью проникнуться персонажем и понять его мотивацию, я рекомендую ознакомиться с японским Sonic X, а не с версией 4Kids. Нужно самим увидеть и почувствовать, как строились отношения между Тейлзом и Космо, и какова была горечь потери. И весь финал Sonic X, а в частности смерть Космо, вряд ли кого-то оставит равнодушным. К сожалению, я не могу полностью ставить момент из мульта, так как все же это YouTube. Но если вы не смотрели Sonic X и не представляете, о чем я сейчас говорю, то пора бы наверстать упущенное. 大好きよ。